Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева, юрист в Дубае. В данном видео я расскажу вам, интересный такой вопрос освещаю, да, признаки идеального работодателя. То есть часто очень бывает, ко мне приходят с вопросами по трудоустройству, как найти работу и так далее. То есть такие вопросы, которые касаются всех. В этом видео я хотела бы осветить вам тему, когда вы будете ориентироваться, какой работодатель является вот прям таким желанным в ваших глазах, на что обращать внимание и, конечно, с позиции юридической. Я юрист в Дубае Айман Искараева, подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на меня на Ютубе на данном канале, оставляйте свои вопросы, если интересно, я буду рада вам помочь, осветить какие-то моменты, поделиться своим опытом. Итак, друзья, если вы трудоустраиваетесь на территории Эмирата, конечно, хочется, чтобы мы все попали в самую хорошую компанию, чтобы мы выбрали себе хорошего работодателя, и тем более, когда вы не знаете законодательства, очень важно, чтобы вас ориентировали, кто является правильным работодателем и на кого ориентироваться при поиске работы. Итак, самое первое, друзья, что вы должны знать, что когда вы трудоустраиваетесь на территории Объединенных Арабских Эмиратов, вы не несете расходы по оформлению резидент-визы на вас. В одном из своих видео я озвучивала, какие расходы несет человек, который переезжает сюда, экспат, когда он оформляет в эмиграции соответствующие документы на себя для того, чтобы получить статус экспата, получить резидент-визу. Вот эти все расходы, друзья, все это должен нести работодатель. То есть вы не несете никакие расходы если вас работодатель приглашает, еще когда вы находитесь в своей стране, что крайне редко, к сожалению, сейчас, учитывая большой наплыв и так на территории Эмиратов потенциальных работников, поэтому работодатели сейчас не оплачивают. Это когда-то было популярно, когда страна пыталась привлечь высококвалифицированные кадры, когда они оплачивали проезд людям. Сейчас, к сожалению, я даже не буду его в категорию идеального вводить, потому что на самом деле это такая некая, скажем, утопическая идея, что у вас кто-то найдет в вашей стране, позовет, оплатит вам билеты и будет ждать вас, то есть игнорируя всех остальных работников, которые здесь толпами просто они ходят к работодателям, пытаются найти работу. Итак, друзья, первое, что вы должны знать, что понятно, что перелет это будет за счет работодателя, если он вас приглашает на работу, но если вы на территории Эмиратов и он вас оформляет на работу, то такой идеальный работодатель, которого я сейчас описываю, который соблюдает все требования закона, это тот, который сам на себя берет расходы по оплате визы резидента. Почему я говорю об этом как отдельный момент, друзья? Потому что я хочу сразу остановиться на таком моменте, что, к сожалению, не идеальных работодателей тоже большинство. То есть вас принимают на работу, просят вас самих оплатить расходы на соответствующее получение визы резидента. Учитывая сейчас ситуацию, обстановку, что все-таки большое количество людей пытается трудоустроиться, что в мире может как-то нестабильно, и этим пользуются недобросовестные работодатели, которые предлагают вам за свой счет оформить визу резидента. Также, друзья, второй момент. Идеальный работодатель, тот, который соблюдает требования закона, никогда не попросит вас выходить на работу до того, как вы официально оформили свои трудовые отношения. Почему это важно, друзья? Потому что очень часто, когда вы приходите на консультацию, когда нарушили ваши права, когда вас приняли на работу, не дали вам документы о том, что вы являетесь резидентом, о том, что вы трудоустроены в эту компанию, получается, что ваши права нарушили. Вы будете работать, не имея соответствующего статуса, соответственно, вы сами нарушаете закон Эмиратов по трудовым отношениям, и поэтому вы можете быть привлечены к ответственности, если вы идете с жалобой на своего работодателя. Понятно, что государство и вас защищает, но и ваш работодатель будет наказан. Но именно трудоустраиваться и считать себя трудоустроенным вы можете только в том случае, если у вас есть виза резидента, оформлена на этого работодателя. Итак, два основных момента я вам озвучила, то есть когда вы не платите за визу резидента и когда вы трудоустраиваетесь в момент, когда вы уже выходите на работу, то есть с этой даты получаете зарплату, друзья. То есть
Часто бывает, что могут сказать работникам: мы вас принимаем на работу, выходите с завтрашнего дня, ваши документы на оформление. В принципе, скрывать нечего, друзья. Большинство работников сами выходят, хотят ознакомиться со своими обязанностями. Возможно, это будет какая-то ознакомительная визит, встреча, да? Это допускается. Но говорить о том, что вам должны будут оплатить за этот период, а этот период, друзья, к сожалению, растягивается. Иногда бывает, что вам 2 месяца, 3 месяца не дают никакие документы, подтверждающие, что вас приняли на работу, а в этот момент вы уже активно работаете. Более того, друзья, есть такие участки работ, которые можно за 3 месяца закрыть, и я, к сожалению, видела и знаю такие компании, которые принимают временно работников, обещая им хорошую зарплату, обещая им хорошие условия. По сути, люди чувствуют себя использованными, потому что их время потратили, им не оплатили зарплату, а работодатели использовали их именно трудовое участие в своем бизнесе без никаких покрытий, каких-либо издержек. Еще одним часто возникающим вопросом, друзья, бывает, когда вы спрашиваете: вот паспорт ваш забрали. Да, ваш паспорт забирают на определенном этапе, то есть для того, чтобы в него сделать вклейку в паспорт, на определенном этапе у вас могут забрать паспорт, это нормальная практика, только другой вопрос, что они должны его вам вернуть. То есть нет такого, что ваш паспорт в обязательном порядке должен удерживать работодатель. Если такая картина случается, и вы видите, что ваши права нарушают, вообще паспорт это даже не ваш личный документ, это документ вашей страны, собственность. Вы являетесь гражданином своей страны защищенным, и ваш паспорт никто не имеет права удерживать, за исключением, если это только органы государственного контроля, надзора, это полиции могут забрать паспорт. То есть по закону вы должны свой паспорт держать при себе. Если так случилось, что ваш работодатель забирает паспорт, а у вас с ним уже конфликтные отношения, он вам не возвращает паспорт, на это тоже есть решение, друзья. Вы идете, жалуетесь в полицию, если и это не возымело действия, то через соответствующие государственные инстанции вы подаете жалобу, и там выходит очень быстрое решение, которое обязывает работодателя вернуть вам паспорт. Но тема данного видео не об этом, а о том, что в целом паспорт должен быть всегда при вас. Друзья, еще такой важный момент, который вам дает идеальный работодатель, это то, что он соблюдает режим работы. По трудовому закону у нас есть режим работы, который не превышает 8-часовой рабочий день. Если у вас сверхурочной работы вдруг или у вас выходных мало, соответственно, уже дальше либо вам должны соразмерно платить, друзья, либо вы должны понимать, что вас ущемляют, то есть в правах ваших. Поэтому сверхурочные также оплачиваются, друзья, если работодатель вас вызывает, и либо ваша работа как-то связана с работой в ночной период. То есть все эти нюансы обговариваются, друзья, и очень часто, очень такой важный момент, что вы находите работу, вы счастливы, вас трудоустроили, даже, может быть, ваш паспорт не забирают, но вы вдруг обнаруживаете, что вы изнемождены, истощены, потому что работа ваша предполагает постоянное напряжение, при том, что без соответствующего отдыха, друзья. И, к сожалению, это тоже очень распространенная практика. Я очень часто говорю, что мало найти работу, нужно найти работу, которая по душе, потому что очень часто люди заблуждаются, рады найти работу хоть где-либо, лишь бы вот в Дубае устроиться, в Эмиратах, а потом понимают, что жизнь не мила, потому что нету отдыха соответствующего, нету режима сна, и это сказывается на качестве вашей работы, на вашей жизни. Может быть, в начале, когда вы только приступили с энтузиазмом, но этот энтузиазм, он быстро иссякает, потому что порой часто бывает, что даже одного выходного дня недостаточно для того, чтобы восстанавливаться. И все эти вокруг красоты, блага, пляж и так далее, они вам недоступны, потому что вы просто, по сути, только закопали себя в работе. Друзья, еще один такой важный момент, который вы должны тоже знать по закону, что медицинская страховка, которая является обязательной, она предоставляется от работодателя. То есть здесь уже покрытие ваших будущих возможных проблем со здоровьем идет за счет страховки, этой обязательной страховки. Поэтому если работодатель опять же просит это с вас, возместить, оплатить, это, конечно, такая тоже, знаете, такая не есть хорошая практика порочная, когда работодатели любят это все скинуть на работников.
но для того, чтобы вы знали свои права, я здесь освещаю эту тему, а дальше идти ли, судиться ли и так далее, друзья, тоже такой щепетильный, скажем, щекотливый момент, потому что при всех прочих равных условиях, если работодатель в принципе адекватный, если у вас все нормально, нет смысла идти конфликтовать, очень всегда можно решить вопросы взаимным компромиссом. Друзья, говоря о картине идеального работодателя, конечно, хочется еще отметить такой важный момент, как культура, как адекватная культура, адекватное взаимоуважение. Здесь сейчас у нас в новом трудовом кодексе также приняли именно статью, которая не позволяет дискриминацию какую-либо по признаку, да, различным, то есть все равны перед законом. И это очень актуально и очень показательно, потому что в этой стране на самом деле очень различные культуры, различные люди. Относитесь с уважением друг к другу, и вот такая вот, именно хотелось бы, конечно, чтобы все работодатели соблюдали этику, чтобы у всех была, скажем, соответствующая доля дистанции, субординации, но это не всегда бывает, к сожалению, очень часто бывает, что кто-то нарушает какие-либо границы личные друг друга, и на этом фоне бывают конфликты. Вообще говоря об идеальных работодателях, друзья, на самом деле огромное множество компаний, которые дают хорошие условия. Большинство людей счастливы, работая здесь не только на зарплату, получают комиссии, бонусы. Очень такой большой процент людей, которым в принципе оплачивают проезд, оплачивают жилье. Даже есть среди тех моих знакомых, кому оплачивают детям школу. То есть страна прекрасная, возможности хорошие. Просто имейте в виду себе эту информацию, которую я озвучила ранее. Это моя практика. Ко мне приходят в основном, конечно, по проблемным вопросам, поэтому не нужно на этом фоне зацикливаться на недостатках каких-то с какой-то либо компании, где вы услышали, что есть такие факты. На самом деле, надеюсь, что вам повезет, и таких работодателей хороших очень много. С вами была Айман Искараева, юрист в Дубае. Спасибо вам большое за внимание.